Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня я решил половить на реке спиннингом. Рыбачить буду с надувной моторной лодки с плавом. Мотор взял слабосильный, так как река довольно мелководная и на глиссере возвращаться к машине против течения будет опасно. А на малой скорости можно легко обходить мели и завалы коряжника без ущерба для плавсредства и мотора. Сейчас уже вторая половина, можно сказать, августа. Вода еще достаточно теплая. Пока ехал, жарко было в машине. Вот сел в лодку, сейчас искупался и буду идти вниз по течению. Здесь открытый участок и получается слишком освещенный. Мелковатые глубины. То есть пойду чуть-чуть ниже. Там ниже уже река начинает петлять. Река становится уже, глубже. Есть тенечек, а день сегодня солнечный, и придется ловить по затененным местам. Вот такие места буду максимально тщательно облавливать. Рыбачить сегодня собираюсь на крупные вертушки, на колебалки и на воблеры. Причем воблеры буду использовать не сильно крупные. Вот 130-е, конечно, они хорошо выманивают рыбу. И на 130-е воблеры поклевок, в общем-то, больше, чем на 110-е. Но так как в лодке сидя ловить приходится, вода прозрачная, вставать в лодке не хочется, рыба видит, боится. Поэтому приходится сидя работать спиннингом. И, соответственно, если ловить на 130-е, то будут очень уставать плечи, руки, потому что всю снасть придется держать буквально на весу, и это неудобно. А с 110-ми можно целый день спокойно рыбачить и, в общем-то, практически не уставать. Все, двигаюсь вниз по течению и начинаю ловить. Вот эти вот участки открытые я сейчас быстро пройду. Использовать буду волочащийся якорь, который у меня из цепи изготовлен, обмотанный скотчем, чтобы цепь не гремела, когда идешь вниз по течению. Якорь волочащийся стабилизирует лодку, и получается, что лодка идет хорошо. То есть кое-где ее прибивает ветром к берегу, ну тогда веслами берешь, 2 раза хлопнул и стал опять на нужный путь. И самое главное, с таким якорем нужно просто подобрать вот длину отпуска, то есть средняя глубина ловли, длина отпуска так, чтобы лодка, в общем-то, слегка только подтормаживала. Она, во-первых, идет кормой вперед, ловить удобно, все время в стабилизированном положении находится. И если вдруг лодка останавливается, тогда якорь чуть-чуть приподнимаешь. Цепь длинная у меня, 1,20 м где-то. И получается, я могу кончиком цепи только по дну дотрагиваться, а могу часть цепи на дно укладывать, в зависимости от того, как лодка дрейфует. Все, двигаюсь и, в общем-то, надеюсь на хороший результат. Хочется увидеть большое количество поклевок. Рыбу я сегодня собираюсь отпускать, потому что, в основном тут будет окунь, щука. Но эту рыбу и брать-то особо не хочется. То есть пусть себе живет. Главное, чтобы она радовала поклевками. Река в данном месте достаточно бесперспективная, широкая, мелководная и с открытыми берегами. Решаю немного пройти на моторе вниз по течению. Там река уже начнет петлять, будет больше ям, быстринок, а по берегам будут расти многочисленные кусты и деревья, дающие тень. Начинаю ловлю с рабочей лошадки, воблера Minnow десятка. На эту приманку хищная рыба, особенно щука, клюет всегда и везде. Однако поклевок нет. Закрадываются в голову сомнения по поводу эффективности именно воблеров Minnow. Вода сейчас теплая, купальный сезон продолжается, и, может быть, более активные приманки, чем воблеры Minnow, будут работать лучше. Так и оказалось. Довольно крупная вертушка стала приносить поклевки окуней. Интересно, а как рыба будет реагировать на пузатые воблеры с активной игрой? Отлично реагирует.
Ловить на пузатый воблер Фэт очень удобно. Он имеет отличную, упористую игру, слегка постукивает шариком внутри и, самое главное, довольно редко цепляется. Тело объемное, а крючки сравнительно некрупные. В результате крючки великолепно прячутся за телом и проходят потенциально зацепистые места. Буквально несколько забросов и очередная поклевка. Рыба не крупная, но все равно приятно. Ну что, я уже попробовал разные приманки, минноу воблеры 10 сантиметров, 12 сантиметров, 9 сантиметров, вертушку. На воблеры совсем слабенько, там несколько тычков было, на вертушку окуни начали клевать. А вот когда поставил крэнк, вот, шумящий, вроде вода прозрачная, а он шумящий, идет так довольно-таки глубоко, наверное, на метр ныряет, ну может чуть меньше. И сразу пошли поклевки. Рыба, конечно, не крупная, но тем не менее вода сейчас теплая. И вот эта вот приманка, ну это идет бейтс, можно сказать. Приманка, которая имеет яркую собственную игру, там никак сильно извращаться с проводкой не приходится. То есть ее ведешь просто равномерной проводкой. Ускорение, замедление такие делаешь. И щука вдруг откуда ни возьмись начинает на нее клевать. Но сейчас буду опять дальше продолжать, пробовать разные приманки. Все-таки сейчас вот послеобеденное время, а почему-то вот после обеда только и начинает ловиться. С утра не хочет ловиться и вечером не хочет. Хотя вот вода прозрачная и вроде бы кажется, что рыба должна ловиться или рано утром, или поздно вечером. На самом деле почему-то она днем ловится вот под теплой воде. И как только солнце начинает клониться к горизонту, уже клев прекращается. Я сегодня даже специально приехал не сильно рано, потому что знал, что рыба будет ловиться ближе к обеду. Все, продолжаю ловлю. И очень интересно, какая приманка сегодня все-таки будет лучшей. Еще один заброс и новая поклевка. На этот раз сход. Ловлю я сейчас самодельным титановым поводком, на котором шарнирно расположена застежка. Поводок надежный, удобный, но вот захлесты напрягают. Надо его поменять на поводок из гитарной струны со скруткой. Вот как выглядят эти два поводка. У верхнего, титанового, шарнир с застежкой как раз и приводит к захлестам. Нижний струнный поводок не имеет шарнира, и с ним захлестов на воблере гораздо меньше. Если еще у воблера убрать с петли заводное колечко, то вероятность захлестов еще уменьшится. Быстро меняю титановый поводок на струнный. Можно продолжать ловлю. Ну вот, совсем другое дело. Солнце высоко, и несмотря на то, что я стараюсь облавливать в первую очередь тенистые места, приходится забрасывать и на освещенные. Это, конечно, не лучший вариант, так как солнце засвечивает хищным рыбам глаза, и им гораздо труднее совершить точный стремительный рывок на потенциальную добычу. Несмотря на наличие волочащегося якоря, периодически приходится корректировать ход лодки веслами. При этом якорь, естественно, не достается из воды. Под глинистыми обрывами очень любит стоять окунь. Удивительно, как небольшие полосатики зачастую смело атакуют довольно крупный пузатый воблер.
Решаю чисто ради эксперимента сменить воблер FET на Minnow 110 с нейтральной плавучестью. У этого воблера для лучшей заметности на проводке я на черной незаметной спинке нарисовал бело-красные пятна. Половил на него минут 15 и не увидел ни одной поклевки. Да, все-таки лето, жара и очень теплая вода – не лучшее время для воблеров Minnow. Очень интересная сегодня рыбалка. Получается, солнце высоко. Я преимущественно пытался облавливать тенистый бережок, но почему-то в тени я бы не сказал, что было лучше. Даже можно сказать, на освещенных участках рыба клевала лучше. Ну, в данном случае щучка и окунь. Рыба не крупная, но все равно весело довольно. Активные поклевки, но вода теплая. Вода в районе 24 градусов. Minnow воблеры вообще не работают. Вот лучше всего работает вертушка и воблер Crank с активной игрой. Еще интересно, я сегодня сделал так, что у меня якорь практически удерживал лодку на месте, если глубина в районе метр 20. И получается, что лодка очень-очень медленно движется. То есть она остановилась, стоит. Я обловил, потом веслами делаешь несколько движений, легкий импульс задаешь, и она пошла сразу по течению. Идет, потом хоп, где-то опять остановилась. И, как правило, останавливалась вот в тех местах, где нужно. Там опять облавливаешь, легкий импульс, и лодка пошла по течению. Очень удобно. После серии экспериментов круг рабочих сегодня приманок сузился. Теперь я собираюсь использовать только довольно крупные вертушки и пузатые воблеры. На менее перспективные приманки время терять уже не хочется. Их пора настанет чуть позже, когда закончится купальный сезон и похолодает вода. О, кто-то ее грыз. Вот кто-то кусал ее. Все, отпускаю. На вертушку ловить весело, поклевок много, но вот рыба попадается откровенно мелкая. Пора сменить вращалку на пузатый воблер. Воблер сопротивляется на проводке, дает сильную вибрацию, и его контролировать, наверное, проще, чем любую другую приманку. Создается впечатление, что на конце лески что-то живое. Вот и сейчас окунь не выдержал и выскочил за моим воблером из-под глиняного обрыва. Солнце уже стало постепенно опускаться. На реке от деревьев появились длинные тени. На данном участке, кроме того, очень медленное течение. Отличное щучье место. К сожалению, зубастая опять попалась, мягко говоря, не трофейная. Однако крючки воблера оказались глубоко в пасти. Да, тут без специального инструмента никак не обойтись. Порой такой инструмент забудешь взять на рыбалку,
и в результате приходится мучиться самому и мучить щуку, чтобы освободить ее от крючков. Резкая неожиданная поклевка среди водной растительности и на сильном течении. Сразу показалось, что рыба достаточно крупная. Однако тут, помимо щуки, крючки воблера зацепили еще и траву. Еще одна щучка прямо на струе в таком варельном месте схватила. Поклевок сегодня было много, но рыба мелкая. Тем не менее, все равно удовольствие получаешь. Любая поклевка, она как бы вызывает положительные эмоции. И тут, когда ловишь сплавом, пейзаж все время меняется. Как бы картинка достаточно красивая. И, в общем-то, когда приезжаешь на рыбалку, приезжаешь не за рыбой, а именно на рыбалку. То есть хочешь увидеть поклевки, отпустить рыбу, получить удовольствие от тишины, от красоты. Птички поют, саранча стрекочет. Что можно сказать? Великолепно. Рыба к вечеру стала хуже уже ловиться. Еще немножко порыбачу, и уже можно двигаться назад. То есть пойду уже на моторе против течения к месту стоянки. Еще немножко половлю, может быть, какой-нибудь экземпляр какой-нибудь выскочит. Не знаю, хотя вряд ли, очень теплая вода. Но, несмотря ни на что, все равно поклевки есть, и это радует. Солнце опускается все ниже, и тени от деревьев становятся все длиннее. На некоторых участках реки затененные зоны уже больше по площади, чем освещенные солнцем. Однако, вопреки здравому смыслу, клев с каждой минутой становится все хуже и хуже. Напоследок хочу еще раз проверить вертушку. Да, похоже, рыба выключилась. За 10 минут ловли смог увидеть на вертушку всего одну окуневую поклевку. Окунек. Маленький совсем, такую вертушку крупную. Пора, в принципе, подводить итоги. Поклевок было сегодня достаточно много. К сожалению, рыба не крупная, но все равно удовольствие получаешь от самого процесса. Пейзаж медленно меняется, лодка плавно дрейфует, все время как бы новые картинки, и это, конечно, радует. Все, до новых встреч, друзья. Буду двигаться. Путь к машине на глиссере занял бы минут 10, а вот под маломощным мотором идти нужно будет около 35-40 минут. Ничего, зато на малой скорости нога мотора или винт не пострадают на отмелях или корягах.